Кто может объяснить значение слова «пустота»? Только те, кто потерял своих близких. Она необъятна, эту пустоту нельзя заполнить ничем другим, и только теплые воспоминания внутри продолжают согревать душу. Что вы подумаете о женщине, которая говорит, что боится пустого коврика в ванной? Не спешите делать преждевременных выводов. Это не одна из разновидностей фобии, не психическое отклонение. Это потеря самой большой любви в ее жизни. Сегодня мы расскажем о Рут Скале, у которой именно такая проблема. И это вовсе не какое-то странное отклонение и непонятная фобия. Женщина была чрезвычайно рада, когда узнала, что беременна. У нее родился сын, и мальчика назвали Наланом. Женщина радовалась жизни, ведь теперь рядом с ней был мальчишка, которого она любила больше всех на свете. В свою очередь он отвечал ей взаимностью. Однако, когда мальчишке исполнилось 2, он стал жаловаться на заложенность носа. Это продолжалось долго, а ночью все еще и ухудшалось. Однажды болезнь настолько градировала, что в одной из ночей Налан перестал вообще дышать носом, вследствие чего начал сильно задыхаться. Все это время врачи лечили мальчика от инфекции, но это не давало должного результата. В 2015 году Налану удалили миндалины. Протестировав аденоидную ткань мальчика, врачи поняли, что он страдает от рhabdomyosarcомы рака мягких тканей. Срочно был прописан курс химиотерапии. Все, кто знали Налана, молились за его жизнь, но в феврале 2017 года стало понятно, что мальчик не сможет справиться с болезнью. Рут подошла к сыну и сказала, что ему больше не нужно бороться. Мальчик воспринял это с облегчением и сказал, что все это время старался ради мамы. Обняв сына, Рут рассказала ему, что скоро он попадет на небо и этого не нужно бояться. Налан решил, что будет играться на небе до тех пор, пока мать не присоединится к нему. Рут хотела забрать мальчика домой, но он решил остаться в больнице. Следующие 36 часов женщина не отходила от сына. Потом она попросила его подождать немного, чтобы принять душ. Раньше Налан в таких ситуациях ждал маму на коврике рядом с душевой, но на этот раз он остался в постели. Вернувшись из душа, Рут застала возле мальчика врачей, которые сказали, что он впал в кому. Скали легла рядом с сыном, и в этот момент произошло нечто невероятное. Мальчик проснулся буквально на несколько секунд, но перед смертью он успел сказать «Я люблю тебя, мамочка». Впоследствии Рут на своей страничке в Фейсбуке написала, что боится принимать душ, потому что коврик возле него пустует. Не хочется даже представлять себе, что пришлось пережить Рут. Но последние слова сына и его улыбка будут греть ее до тех пор, пока они вновь не встретятся на небесах. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.